пчела. Мы уже теряем ее. Прямо сейчас. По всему миру. Мы продолжаем жить так, будто ничего не происходит. Что случилось в мире? В чем причина? Давайте разбираться. А ведь эти самые пчелы обладают способностями, которые поражают. Пчелы помнят время. Они прилетают к цветку в тот самый час, когда он раскрывается. У них есть язык танца. Пчелы танцуют, показывая дорогу к еде. Они разогреваются перед каждым полетом. Пчелы нагревают мышцы, чтобы взлететь. Пчелы запоминают лица и узнают человека по лицу. Пчелы понимают ноль. Они различают отсутствие и количество. Рой выбирает дом вместе. Это настоящая демократия. Разведчики предлагают варианты, а колония принимает решения. Соты — идеальная геометрия. Шестиугольник дает максимум меда при минимуме воска. Опыление приносит миру 577 миллиардов долларов в год. Представьте себе Соединенные Штаты Америки, январь 25 года. Крупный коммерческий пчеловод Брэд Адди, у которого было больше 50 тысяч ульев, обнаруживает, что потерял 75% своих колоний. Еще вчера здесь стоял непрерывный гул. Тысячи крыльев работали одновременно. А сегодня ничего. Ни звука, ни движения. Они не находят дорогу обратно. Пестициды нарушают память, паразиты и вирусы ослабляют организм, и пчелы просто теряют способность ориентироваться. Они вылетают как обычно, но назад уже не возвращаются. За тот сезон американские пчеловоды потеряли больше 60% колоний, почти 2 миллиона ульев. Это самые высокие потери за всю историю наблюдений. Экономический удар — больше 600 миллионов долларов только для пчеловодов. Ученые говорят об этом прямо. Если опылители исчезают, цепная реакция запускается почти сразу. Сначала слабеют растения, затем те, кто ими питается. И дальше эта волна поднимается по всей системе, затрагивая каждого. Не в далеком будущем, в горизонте ближайших лет. Если вы уже где-то слышали об этой проблеме, напишите в комментариях одно слово «да» или «нет». Давайте посмотрим вместе, сколько нас уже замечает эту ситуацию. Сегодня мы говорим о существе, без которого жизнь на Земле в привычном для нас виде просто невозможна. О существе, создавшем продукт, который не портится тысячелетиями. О существе, способном принимать коллективные решения, по сложности сопоставимые с работой целых систем. О пчеле. 100 миллионов лет назад, в эпоху динозавров, в тропическом лесу летела примитивная пчела. Она несла на себе пыльцу и даже крошечных жуков-паразитов. В какой-то момент она попала в каплю липкой смолы. Смола застыла. Время остановилось. Спустя миллионы лет ученые нашли ее в кусочке бирманского янтаря. Это одна из древнейших известных пчел в истории. Ее тело было уже так идеально устроено, что природа почти не меняла ее с тех самых пор. Пчелы произошли от хищных ос. Постепенно они отказались от мяса и перешли на цветы. И это решение изменило всю планету. Но вот что по-настоящему шокирует большинство людей. 85% всех пчел на планете — это не медоносные пчелы в ульях. Это одиночные пчелы. У них нет матки, нет колонии, нет меда и сот. Каждая самка сама себе хозяйка. Строит гнездо, откладывает яйцо и улетает навсегда, никогда не увидев своих детей. И именно они — настоящие супергерои опыления. Медоносная пчела может посетить сотни цветов за день, а некоторые одиночные пчелы в десятки раз эффективнее. Есть виды, которые умеют опылять жужжанием. Они буквально вибрируют мышцами, создавая звук частотой, как басовая колонка. И
вытряхивают пыльцу из цветов, которые медоносные пчелы не могут опылить. Томаты, черника, баклажаны, клюква. Без этой вибрационной техники плодов почти не будет. Они работают в холод, в сырость, на рассвете, там, где медоносные уже не летают. У них нет запасов еды на зиму. Они живут один сезон и полностью зависят от того, чтобы рядом было подходящее место для гнезда. Голая земля, сухие стебли, мертвая древесина. Когда мы разрушаем луга, распахиваем опушки и заливаем все пестицидами, эти тихие герои исчезают первыми. И вместе с ними исчезают растения, которые никто другой не сможет опылить. Представьте, что завтра все эти тихие герои исчезнут. Не будет ни томатов, ни черники, ни яблок, ни миндаля. Не будет даже нормального кофе и шоколада. Пчелы — это не просто насекомые. Это невидимый фундамент всей нашей еды. И этот фундамент уже начал трещать. Треть всей мировой пищевой промышленности так или иначе зависит от работы опылителей. Если пчелы будут продолжать исчезать в таких масштабах, это запустит цепную реакцию, которая постепенно ударит по всей пищевой цепочке, включая нас. Мы пытаемся бороться, вводим ограничения, лечим ульи, выводим более устойчивых пчел. Но 2025 год показал, что проблема гораздо серьезнее, чем казалось еще несколько лет назад. Клещ варроа, различные вирусы и ослабленный иммунитет пчел – все это работает вместе, усиливая друг друга. То, что раньше помогало сдерживать ситуацию, начинает терять силу, и колонии гибнут, даже те, которые раньше считались крепкими. И все-таки, даже на краю гибели, пчелы продолжают жить так, как жили миллионы лет до нас. Пока мы пытаемся их спасать снаружи, внутри улья, они сохраняют свой древний, почти совершенный порядок. Внутри улья работает только одно правило – выживать вместе. А весной, когда улей переполняется, пчелы принимают одно из самых удивительных решений в природе – роятся. Тысячи пчел вылетают из старого улья и висят на ветке огромными живыми гроздьями. Разведчицы ищут новое место, а остальные буквально голосуют танцами. Как только решение принято, вся колония срывается с места и летит к новому дому. Но все это великолепие держится на плечах одной крошечной работницы – рабочая медоносная пчела. Крошечное существо длиной всего 1,5 сантиметра и весом чуть больше 100 миллиграммов. Ее мозг размером с маковое зерно содержит около 960 тысяч нейронов, и все равно в нем умещается мощнейшая система навигации. Пчела определяет направление по Солнцу, учитывая его движение в течение дня, запоминает ландшафт как карту и видит мир в ультрафиолете. Для нее обычный желтый цветок превращается в яркую мишень с контрастными взлетно-посадочными полосами. Ее крылья совершают около 230 взмахов в секунду. На задних ногах специальные корзиночки, куда она утрамбовывает пыльцу, смешанную с нектаром, а жало есть только у самок. У рабочей пчелы оно с зазубринами. Один укус, и она погибает, оставляя жало в коже врага. Матка же может жалить несколько раз, но делает это крайне редко. Ученые решили проверить, насколько пчелы умны. Они научили нескольких пчел катать маленький шарик к центру площадки в обмен на сладкую награду. А потом произошло нечто невероятное. Другие пчелы, которые просто смотрели на это со стороны, начали повторять трюк.
Более того, они быстро поняли, как делать это быстрее и проще, чем их учительницы. Пчелы оказались способны учиться через наблюдение. То, что раньше считали привилегией только обезьян и людей, теперь оказывается доступным и пчелам, существам, чьи когнитивные способности мы долгое время недооценивали. Но настоящая магия начинается, когда смотришь на улей целиком. То, что кажется просто скоплением насекомых, на самом деле работает как единый сверхорганизм. Огромный живой организм, в котором каждая пчела всего лишь одна клетка. И этот организм умеет делать то, что отдельной пчеле и не снилось. Зимой, когда снаружи трещит мороз, десятки тысяч пчел собираются в плотный живой шар. Внутри него, в самом сердце этого шара, они поддерживают температуру 34-35 градусов, словно в инкубаторе. Они постоянно движутся. Те, кто греет в центре, постепенно отходят на холодную периферию, а их место занимают другие. Это не самопожертвование, это инстинкт системы. Выживает не отдельная пчела, выживает весь рой. В обычном улье живет от 40 до 80 тысяч особей, а летом численность может доходить до 100 тысяч. И в центре всего этого – матка. Она почти в 2 раза тяжелее рабочей пчелы, но самое невероятное – и матка, и рабочая пчела рождаются из совершенно одинаковых личинок. Они генетически идентичны. Все решает еда. Несколько дней непрерывного маточного молочка, и из личинки вырастает королева с развитыми яичниками и жизнью в несколько лет. Обычное питание, и рождается рабочая пчела, которой суждено прожить всего несколько недель. В улье нет царя и нет единого мозга. Все держится на химических сигналах, танцах и сложнейших взаимодействиях. Они строят, собирают, кормят, защищают и даже производят собственный антисептик – прополис, которым заделывают каждую щель и буквально стерилизуют свой дом. Но когда улей становится слишком большим, происходит нечто драматичное. Пчелы решают разделиться. Они закладывают маточники. И вот тут начинается настоящая борьба за трон. Первая вышедшая молодая матка тут же находит остальные маточники и убивает своих еще не родившихся сестер. В улье может быть только одна королева. Потом она улетает в брачный полет на высоту десятков метров, где спаривается с несколькими трутнями. Каждый трутень после этого погибает. Его жизнь заканчивается в один миг, а матка сохраняет сперму на годы вперед. И вот наступает самый захватывающий момент. Тысячи пчел покидают старый дом, собираются в огромный живой клубок и принимают коллективное решение, куда лететь дальше. Без лидера, без голосования, но решение будет принято. Из десятков тысяч видов пчел человек выбрал именно Апис меллифера. Не потому, что она самая лучшая в дикой природе, а потому что именно она смогла жить рядом с нами и работать в промышленных масштабах. Пчела не знает, что ее приручили. Она просто делает свою работу, собирает нектар и пыльцу. Она неотъемлемая часть природы, от которой зависит гораздо больше, чем кажется. Теперь посмотрим, как появляется мед. Все начинается с цветка. Пчела зависает над ним на долю секунды и только потом касается. На первый взгляд кажется, что пчела просто собирает нектар и приносит его домой. Но мед — это не нектар. Это результат сложной переработки, сушки и точной работы целого улья. Пчела собирает нектар и помещает его в особый резервуар — медовый зобик. Уже в этот момент запускается химия. Ферменты начинают расщеплять сахара. В улье она передает каплю другой пчеле изо рта в рот. Этот процесс называется трофалаксис. Нектар проходит через нескольких пчел, каждый раз меняясь. Лишняя вода уходит, состав становится другим. Параллельно работает вторая линия.
Пыльца не передается. Ее приносят на задних лапках в виде плотных шариков. Сбрасывают в ячейки и утрамбовывают. Это уже не еда, это строительный материал для будущей жизни. Но прежде чем мед появится, ему нужно место. И это место пчелы создают сами. Молодые рабочие пчелы выделяют тончайшие восковые пластинки и строят соты. Одну из самых точных конструкций, найденных природой. Шестиугольник. Максимум объема при минимуме материала. Легкая, прочная, почти идеальная. И даже этого недостаточно. Ячейки наклонены вверх примерно на 13 градусов, чтобы мед не вытекал, пока не будет запечатан. Здесь нет случайностей. Каждая деталь работает. Это не дом, это система. Пчелы раскладывают нектар по сотам тонким слоем и начинают сушить его, создавая воздушные потоки крыльями. Влажность падает до критического уровня, и появляется мед. Среда, в которой почти не могут выжить бактерии. Когда все готово, ячейка запечатывается. Процесс завершен. Цветок превращается в мед. За всю жизнь одна пчела производит всего около 1/12 чайной ложки. Одна ложка — это труд примерно 12 пчел, 12 маленьких жизней, собранных в нескольких каплях густого золота. Так почему пчелы исчезают? Причин несколько. Одна из главных — пестициды. Они не убивают сразу, они ломают навигацию. Пчела просто не находит дорогу обратно. Она исчезает. И это происходит массово. Вторая причина — клещ. Он разрушает иммунитет пчел и переносит вирусы. Сегодня он есть почти в каждом улье. Без вмешательства колония может погибнуть за несколько лет. Огромные сельскохозяйственные поля, засаженные одной культурой, превращаются для пчел в пустыню. Одна культура — одно питание. Этого недостаточно. Города вытесняют природу, исчезают природные луга. Дикие пчелы теряют место для жизни. Климат меняется, цветение сбивается. Пчелы прилетают, но уже поздно или еще рано. И вопрос. Вы замечали, что насекомых вокруг стало меньше? Напишите о ваших наблюдениях в комментарии. Так что же происходит на самом деле? Пчеловоды по всему миру бьют тревогу. Пчелиные семьи исчезают пачками. В Соединенных Штатах потери доходят до половины всех ульев. Это уже не просто спад, это настоящий кризис. И это бьет прямо по нашим тарелкам. В Калифорнии, где стоит огромная миндальная империя, все держится на привозных ульях. Нет пчел, нет урожая. А в Китае, в провинции Сычуань, сады каждую весну покрываются цветами, и среди этих деревьев люди с кисточками в руках. В Центральной Европе тоже не все гладко. В Чехии, например, по данным Колос, зимой от 2024 до 2025 погибло 25% пчелиных семей. В России Россельхозцентр фиксирует в отдельных регионах потери от 20 до 30% в год. И главная причина — обработка полей пестицидами. Это происходит не везде одновременно, но направление одно. Где-то это выглядит как тревожный спад, где-то уже близко к катастрофе. И вот тут самый главный вопрос. Через несколько лет мы действительно рискуем остаться без нормальной еды? Или это все-таки преувеличение? Наука пока не дает однозначного ответа. Да, тенденция тревожная, но природа — это не статичная картинка. В одних местах популяции падают, в других держатся или даже восстанавливаются. И самое важное — человечество не сидит сложа руки.
Селекционеры уже выводят новых, более крепких пчел, которые лучше держат удар от болезней и паразитов. Пчеловоды меняют подходы к содержанию ульев, а государства постепенно закручивают гайки на самых вредных пестицидах. К сожалению, в таких странах, как Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки, эти препараты не были запрещены. Власти ограничились лишь усилением контроля за их использованием. Да, это не происходит за один день. Нет волшебной кнопки. Но это значит, что мы не просто наблюдаем за катастрофой, мы пытаемся ее остановить. Поэтому важно сохранять трезвый взгляд. Риск реальный и серьезный. Однако пока еще очень многое зависит от нас. И именно сейчас, пока мы на этой развилке, у человечества еще есть шанс все исправить. Где-то прямо сейчас пчела касается цветка и сразу улетает дальше, как делала это миллионы лет назад.